Я надеюсь, что вы хотя бы немного представляете, что такое игра про Марио. 2D, 3D, плевать. Главное, чтобы платформер. Ну так вот, вы бежите, пробираетесь через кучу препятствий, собираете монетки, побеждаете Баузера и все такое. Возможно, вы сами никогда не играли в игры этой серии, но я уверен, что геймплей-то вы видели хотя бы. Хоть немножечко. Мне только нужно, чтобы вы знали о существовании Super Mario Odyssey. Я просто обожаю эту игру. Ради нее я даже Switch в свое время покупал. Вот скажи мне несколько лет назад, что я ради игры про Марио буду покупать консоль, да я бы в жизни не поверил. Так вот, когда игра выходила, то мне как-то было на нее наплевать. Это игра про Марио, окей, мне оно не надо. Но когда я увидел спидраны по ней, когда мне в полной мере показали возможности шляпы в игре, то я просто не смог устоять. Я так сильно захотел купить консоль с игрой, что по итогу и сделал. И ни капельки об этом не сожалею, потому что помимо интересной механики, игра предоставила мне просто дофигища контента. Но на прохождение игры на 100% меня не хватило. Я собрал около 500 с лишним лун, наиграл 50 плюс часов, и меня все устраивало. Я получил то, что хотел от игры, и оно того стоило. Я к игре изредка возвращаюсь, так, побегать немного. Но недавно подумал о том, что, хочу найти себе причину перепройти игру. Да так вот, чтобы интересно было, с каким-нибудь челленджем. И я придумал. Я решил проверить, возможно ли пройти Super Mario Odyssey без получения монет. Так, чтобы после титров на счетчике монет были только нули. В общем, да, в этом ролике мы вместе пролетим через всю игру и попробуем вернуться от каждой возможной монетки. В игре-то вам даже и подышать спокойно не дадут, как наградят монеткой. За любой шаг, да вообще за все что угодно вам будут стараться сувать в карманы голду. Только хочу сказать вот о чем. Моя карта захвата может записывать 1080p и 30 FPS максимум. Но Super Mario Odyssey идет в 60 кадров. И тут дилемма, писать в 720-60 или 1080-30. Я больше топлю за плавность картинки, поэтому всю игру записал в 720p 60 кадров. Я просто хотел предупредить, что картинка немного хуже, чем она есть на самом деле. И конечно же с вас лукасы, подписки, комментарии, ведь этот челлендж дался мне нелегко. Поехали! Первые несколько точек, в которых побывает Марио, проходятся очень просто. Вам не нужно изобретать велосипед, чтобы не собрать ни одной монеты. В Шляпном царстве пробегаем локацию с лягушками. Там очень легко пройти мимо колец. Главное, не трогайте врагов, ибо за каждую желтую гумбу дают монетки. Поверьте, эти твари в дальнейшем очень сильно нам будут мешать. Здесь же все просто, пробегаем мимо и дело в шляпе. При подъеме к боссу главное не задевайте монетку, иначе она заспавнит целую дорожку из монет. Вот так все. Босс побеждается очень легко, просто старайтесь не задеть монетки, которые вам выдают после удара. Первая локация очень легкая, идем дальше. Каскадное царство не отличается какой-то сложностью. Я не стал проверять на выпадение монеток из этих блоков и просто перепрыгнул их от греха подальше. Здесь мне помогло понимание того, какие комбо можно вытворять со шляпой. Я просто когда-то спидранить игру пытался, а там шляпой нужно владеть на 100%. И это мне еще не раз пригодится. Обходим вот этих существ, ибо за них также дают монетки, и становимся 2D. Я старался ломать только крайние блоки справа, там монеток точно нет. Валим босса, и нам остается найти всего одну луну. Я взял самую ближнюю, левее от Одиссеи. Да, я знаю, что здесь есть и другие места, но я пошел туда, где был точно уверен, что монет не будет. В песчаном царстве нам нужно было задержаться, ибо игра требует аж 16 лун. Игра поставила нам цель забраться на башню, туда мы и пойдем. А по дороге к ней я уже собрал несколько лун. Но не все так радужно и легко. При попытке взобраться на башню я понял, что этого не получится сделать. Там разработчики поставили монетки таким образом, что за 2D Марио вы просто их не обойдете. Что ж, если никаким образом туда не попасть, то мы просто не будем этого делать. Спасибо разрабам, игра сделана так, что вам не обязательно идти по сюжету. Главная цель для вас это собрать определенное количество лун, чтобы дальность Одиссеи увеличилась. Поэтому смело забиваем на эту башню и начинаем обнюхивать каждый уголок локации. Спойлер, собрать нужное количество лун можно. Далее у нас идет развилка. Я выбрал озерное царство, хотя по сути разницы нет никакой. В нем нужно собрать всего-то 8 лун, это проще простого. Мне не пришлось даже в аквариум этот залезать, и я, если честно, не помню, есть ли луны вот в этом отрезке уровня, который нужно открыть молнией, ибо я по привычке просто допрыгнул сразу же до нужного места. Жопа боль начинается перед боссом. Здесь понатыкали этих желтых тварей, и я по глупости захотел срезать и из спидранерской страты залезть. С помощью рыбки. Мне это не удалось, я постоянно задевал этих гадов, по итогу просто по-нормальному пропрыгал. Босс ничего из себя не представляет, летим дальше. В лесном царстве найдется 1001 причина, чтобы получить монетку. И я говорю в частности о танках, которые так и норовятся пострелять друг по другу. Просто избегайте их. На локации разбросано очень много лун, труда их найти не составит. Но я все же сходил к боссу и добил оставшиеся луны, после чего отправился дальше. Но я не дурак и понимаю, что я не один, кто делает или сделал такой ролик. Я решил ознакомиться с другими, и там люди не тратят время на поиски лун и проходят на этой локации сразу 2 боссов. Но мне было как-то влом, поэтому я показал вам альтернативный способ. Тут резко игра вспоминает про сюжет, и у нас бой с Баузером. Словить монет тут по сути не от чего,
идем дальше. Затерянное царство. Ну, оно как бы тоже ничем не выделяется, если у вас прямые руки. Вы спокойно можете пройти это место без касания монет. У меня поначалу так не получалось, потому что во время игры мозг просто отключился, а руки делали все за меня. И я по итогу все время пытался спидранить игру, забывая, что в некоторых местах-то монетки есть. А так, лично у меня затупов на этом уровне не было. А вот дальше начинается полный отвал всего, чего только можно. Нью-Донг Сити это что-то с чем-то. На уровне понатыкано столько всякого, что вы можете получить монетку, просто стоя на месте. Спустя, наверное, часа полтора траев я выработал такую стратегию. После приземления в город сразу же двигаемся по левой стороне. Так танки не попадут по ящикам, за которые можно словить голду. На уровне есть какие-то личинки, и танки по ним могут попасть. Поэтому весь этот промежуток проходим строго в воздухе, используя шляпу по максимуму. Перед лестницей вам остается надеяться только на удачу, так как я не понял, от чего вы можете получить монетку. Это происходит не каждый раз и как-то вообще рандомно. Поэтому терпение вам, оно вам очень пригодится, особенно дальше. Подъем в здании. Я ненавижу это место всем сердцем, потому что эти желтые гумбы здесь повсюду. Уворачиваться очень сложно, а если выходит, то из-под ног всегда что-то падает. Еще эти плакаты висят, личинки комарами становятся, летают, короче жуть. Попыток ушло очень много, но данный сегмент все-таки можно пройти. Босс это отдельная история. Я поначалу вообще не понимал, что да как, потому что когда вы стреляете по нему, то на экране взрываются все враги. За их уничтожение вам начисляют монетки. Я долго пробовал, но ничего не выходило. Ибо то танки по друг другу попадают, то респавнятся, мешая. Но я нашел классную страту. Как только начинается бой, вы сразу же отвозите один танк куда-нибудь в угол. После этого хватаете второй и начинаете атаковать босса. Но только после того, как прошлый танк исчезнет. Атакуем босса и ни в коем случае не вылазим из танка. Ибо если мы это сделаем, то все станет намного сложнее. Скорее всего, вы все запорите. Сейчас объясню почему. Если вы вылазите из танка, то игра заспавнит новый танк. Ну а может сразу и два. И тут либо они друг друга начнут валить, либо босс их убьет. И там будут монетки. Здорово я намучился с боссом, но эта страта мне очень помогла. Начался день, и игра потребовала целых 20 лун. Я сначала даже немного испугался, типа вдруг я столько не найду. Но потратив приличное количество времени и попыток, мне удалось. Я собрал их всех. Ну а на праздник Паулини я не пошел, ибо боялся за 2D-секцию в игре. Ну вдруг там будет непроходимый момент с монетками. Я практически на всех локациях старался собрать по максимуму лун, сделав меньше всего шагов и побыстрее свалить на новое место. На новой развилке я выбрал Снежное Королевство, потому что там было меньше лун. И да, здесь нужно собрать всего 10 штук. На каждом из данных игрой участке больше одной луны. Плюс можно пошариться по, так скажем, холлу. И не забудьте по этой штуке наверх залезть за последней луной. Скачки отменяются, мы летим дальше. Пляжное царство меня здорово озадачило. Я напрочь забыл, что и где здесь находится. По памяти только смог несколько лун найти. В одном месте собрал гумб, в другом старой доброй распрыжкой допрыгнул и так. Опять же, спасибо спидранерским финтам. По этой локации в принципе никаких советов дать не могу. Я просто прошел по кругу локации, собирав луны то там, то тут. Плюс нашел парочку новых мест для себя, которых не знал. Да и кстати, в бой со осьминогом мы можем не вступать. Здесь все снова можно собрать, пробежавшись по локации. На кулинарном царстве я знатно задержался, потому что попросту не знал, где достать луны. И к тому же здесь есть этот босс, как же он меня бесит. Дело в том, что после его удара мало того, что остаются монетки, так еще и на арене лежат какие-то бобы. Если босс их заденет, то вы получите злосчастную монету. А вы ее получите, потому что он точно снесет эти сраные бобы. Тут вам поможет удача и, не знаю, можете попробовать отбивать босса, если тот летит в бобы. Это очень сложно, но работает. После, не знаю, траев 15 я все-таки уже пошел изучать локацию и нашел место, где могут возникнуть проблемы. Игра хочет, чтобы мы взяли под контроль купу и начали ломать сыр. Но если вы просто так начнете раскидываться сковородками, то скорее всего монету-то получите. Я решил попробовать зайти с тыла, и да, на мое удивление это сработало, монеток в этом месте нет. И по сути все, здесь заноза в заднице только босс, а луны найти легко. Не забудьте в конце стать куском не пойми чего, чтобы вас забрала эта курица и птица, кто это ворона. Там еще 3 луны получите. Но если к этому моменту у вас все равно не будет хватать лун, то не смейте идти к боссу, там ничего не получится. Монетки на арене дропаются везде, поэтому ноги в руки и вперед рыскать по локации. Ну а мы летим дальше. Босс-дракон ничего из себя не представляет, просто аккуратненько его валим, не задевая появляющихся мобов. Следующее царство начинается интересно. Нам не говорят о том, что нам нужны будут луны, но я вот как чувствовал, что просто так их оставлять нельзя, и собирал все возможные луны по дороге к боссу. И не зря, потому что игра в конце попросит еще 8 лун. Ну я как бы человек деловой, все при себе. Вам же надо еще сказать, как я их получал. Смотрите, большинство лун здесь добываются очень просто. Сложности могут вызвать только парочка лун. И еще те же боссы, они бесят тем, что из них дропаются монетки, это очень неудобно. А если вы погибнете, то монетки не пропадают с арены, это очень сильно прибавляет гемора. Да и к тому же вас еще попросят собрать несколько маленьких лун, и вроде бы ничего, только вот птички, дурачки убиваются от бомб, поэтому старайтесь их не агрить на себя, а то убьются
тоже, а вам голда за их головы. Для достижения одного кусочка вам придется поработать, ибо он находится в металлическом блоке. А если вы будете взрывать его бомбой, то за бомбу вам дадут монетку. И я уж подумал, ну все как бы, прилетели. Вот и то самое место, которое не даст пройти игру без монет. Но как оказалось, нет. Если тыркаться и долбиться в этот ящик минуты полторы-две, то он сломается. Осталось только завалить боссов, о которых я уже говорил. Ну еще есть здоровый Metal Gear. С ним немного все сложнее. Я поначалу пытался что-то там придумать, всякие спидранерские страты использовать, удержаться на нем и все такое, но ничего не получалось. И я просто использовал ту же страту, что и на боссе в New Donk City. Просто не вылазите из птички. Времени вам хватит, поэтому вперед. После того, как завалите босса, у вас останется последняя локация, Луна. Там уже не нужно собирать никаких лун, да и монеток там не так уж и много. Так я подумал изначально. Но если пойдете по тому маршруту через пещеры, что заготовила игра, то ничего не выйдет. Там творится полный ад. И монетку так или иначе вы получите. Но спасибо спидранерам, вы можете спокойно обойти эту пещеру и запрыгнуть на самый верх самостоятельно. И это как сложно. Вот правда, я потратил очень много времени на это. От злости чуть геймпад пополам не сломал, потому что вы должны прыгнуть именно в определенные места. Чуть выше, левее, правее, и все, Марио просто не прикоснется к поверхности. Место супер тяжелое, но без него никак. После того, как вы прошли через эти круги ада, то я могу вас поздравить, и вы смогли пройти Super Mario Odyssey без получения монет. Остается только босс-файт с Баузером и побег. Там монеток не будет. Мне понравился данный челлендж, я получил очень много эмоций от игры. Если вы также не можете найти повода вернуться в Mario Odyssey, то советую вам попробовать. У меня же на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, комменты, не забывайте про группу ВК. Всем удачи и пока.